И вот ввиду невероятной новизны всего того, что здесь будет показано и рассказано, Стран ТВ решил предварить это небольшое путешествие таким же небольшим, но очень колоритным и емким размышлением о том, что делает человека человеком. И нет, не естественный отбор, о котором так любят галдеть ламаркисты, и не труд, возведенный в фетиш дарвинистами, но творчество, создание образов зримого, ибо лишь в творчестве, вспомните книгу «Бытия», первую книгу Библии, слова о том, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Так вот, только в творчестве, то есть в сотворении образов, человек впервые и до днесь ощущает себя человеком, то есть венцом божественного творения, образом и подобием его. Творчество – это не просто игра, и уж совсем никакой не труд, ибо труд – это ради выживания, это по необходимости, но творчество – это от избытка, от осознания того, что ты, то есть человек, уже не просто часть природы, окружающего пейзажа, не просто деятельная единица, но мыслящее существо, наделенное пониманием причинно-следственных связей, наделенное способностью не только воспринимать, но и воссоздавать увиденное, то есть, по сути, способное влиять на весь окружающий тебя мир. Так рождается еще задолго до религии, политики и искусства магия, то есть полагание причинно-следственных связей между феноменами пространственно-временного континуума и возможность воздействовать на них, отводя от себя беды и формируя некие полезные для себя свойства. Разумеется, вне научного мышления, которое сформируется гораздо позже. Эти первобытные представления о причинно-следственных процессах совершенно другие, базирующиеся на сопоставлении, сравнении, аналогии и стимулировании на образ чего-либо ради получения выгоды и прочих преференций от того, чей образ. Первобытные наскальные изображения зверей на стенах пещер троглодитов, испещренные следами от ударов копий, первые признаки этой самой магии в действии, но параллельно, а может и до, помимо двухмерных изображений, люди создавали ровно с теми же целями и трехмерные, то есть куклы. И вот они, куклы, пожалуй, единственные феномены человеческой деятельности, которые сохранили свою магическую и мистическую сущность до наших дней. О них и пойдет речь. И что же прежде всего поражает в куклах? Пожалуй, три вещи. Во-первых, то, что кукла присуща всем народам и проходит с человеком, с любым человеком, абстрактно взятым, весь его жизненный путь с рождения и до самого конца. Обозначим это свойство кукол тотальностью. В самом деле, куклы присутствуют у колыбели. С куклами, играя в них, ребенок познает основы бытия и ищет первые ответы на возникающие жизненные ситуации. Взрослый человек тоже играет в куклы, только теперь эти куклы принимают иные облики. Например, когда мужчина выбирает себе спутницу по определенным параметрам внешности, деталям макияжа, предметам гардероба, а выбрав, порой называет свои представления о том, как она должна выглядеть. Словом, подстраивает ее под свои представления и чаяния. Он ведь, по сути, продолжает играть в куклы, дегуманизируя рядом находящегося человека или, напротив, одушевляя свои внутренние куклообразы посредством перенесения их на партнершу. Впрочем, в наше время стремительно набирающие обороты идеи гендерного равенства
Точно так же, а может еще чаще и жестче поступают женщины со своими мужчинами, добавляя в их кукольное бытие не только элементы внешнего вида, но и богатой жизни от автомобиля до вилл и замков. Самое интересное в тезисе о тотальности кукол то, что даже при их отсутствии, как готовых в виде изделий, человек не пасует и без кукол не остается, создавая их из всего того, что попадется под руку: ниток, тканей, бумаги, глины, веток. Тут уж на что у кого хватит фантазии. Кукла настолько сильно проникает во все уголки человеческого сознания, что само это слово, точнее понятие куклы, весь спектр идей и ассоциаций с ним связанных, распространяется на все формы бытия. Куклами называют детей, подруг, куклами или же лярвами именуют эзотерики неких потусторонних сущностей, вселяющихся в человека. Куклами называют пачки фальшивых банкнот, намекая на то, что в основе понятия кукла идея подобия, симулякр. Даже политические игры ныне немыслимы без кукольного лексикона. Вспомните, как часто в политновостях звучат слова типа «кукловоды» или «марионетки», подразумевая политические и экономические зависимости от кого-либо. Впрочем, совершенно неважно от кого, да и само наличие или отсутствие этих зависимостей не важно. Важен лишь сам факт тотальности бытия кукол в нашем повседневном сознании. Любая кукла, во-вторых, не просто образ и подобие, она всегда несет некий сакральный смысл, и все игры в куклы есть исполнение определенных ритуалов, от магических до психотерапевтических. Первобытный человек создавал куклу, подобие врага своего, пронзал его иглами, совершая обряд вредоносной магии, и чуть ли не по сей день этот ритуал сохранился в странном культе вуду. Человек античный создавал куклу образ божества и ставил у алтаря, на котором приносил жертвы, уже соображая, что кукла, конечно, не тождественна божеству, но в некотором роде, будучи его подобием, ему, божеству, причастна. Из этого обряда впоследствии выросло великое пластическое искусство скульптуры, и античность эллинов и римлян по сей день остается эталоном. В средние века появляются уже детские куклы, с которыми первоначально могут играть лишь малолетние отпрыски знатных и, в первую голову, королевских семей. И все дело в том, что подобных отпрысков, изначально готовившихся к военно-политическим карьерам, держали в заперти, дабы ни хворь, ни что другое к ним не пристало, подменяя возможности игр со сверстниками игрой в куклы. И все в те же средние времена, но уже в низах общества вновь воскресает, или точнее пробуждается первобытная магия в виде ведовства, опять-таки с куклами врагов. Ну или сужены. А уж в эпоху просвещения и вплоть до дней сих куклы заполняют все пространство жизни, распадаясь на бесчисленное количество подразделов. Тут и оловянные рати, и фарфоровые кошечки-собачки, и фантомы-манекены портных, военных, врачей. Куклы становятся не только религиозными объектами, но и учебными пособиями, впрочем, не теряя своей изначальной сакральной сути, что и позволяет мастеру романтико-готической прозы Эрнсту Теодору Гофману создать знаменитую страшную новеллу «Песочный человек» про некоего мастера-кукольника Капелиуса, чья механическая кукла-автомат способна сводить с ума и убивать. Вообще, начиная с эпохи романтизма, когда, кстати, в моду вошли куклы с фарфоровыми головами, порой чуть ли не в рост человеческий, мотив оживающей и убивающей куклы стал расхожим местом в литературе, а позднее
и в кинематографе ужаса. Для примера взять киноэпопею про безжалостно психопатичную куклу Чаки. Отдельно стоит рассмотреть и фигуру кукольного мастера, кукольника, который, начиная с эпохи романтизма и далее через реализм, вплоть до модернизма и постмодернизма, наделялся чертами демиурга, зачастую злого демиурга, как в случае с уже упомянутым Копелиусом, либо фигуры, входящей в курс повествования, как в ярмарке тщеславия Текерея. Наконец, как ипостась отца, папы Карло в знаменитой сказке Карло Коллоди про Пиноккио, в сказке, в которой кукла, пройдя в буквальном смысле через огонь, воду и медные трубы, превращается в человека. Кстати, сказка про Пиноккио не просто легкое развлечение, а метафорическое отображение инициации души в рамках христианской, в данном случае католической, доктрины. Кукла у Коллоди – метафора слепой души, глупой и взбалмошной, ибо изначально она лишена божественного света, на пути к которому ее душу, куклу, подстерегают различные искушения и беды, проходя через которые она обретает Бога и становится зрячей и вычеловечивается. Произведений, где куклы имитируют людей, полно, от знаменитого антиклерикального сонета Бодлера «Слепые». О, созерцай, душа, весь ужас жизни тут разыгран куклами, но в настоящей драме они, как бледные лунатики, идут и целят в пустоту до символической пьесы Метерлинка, развивающей идею Бодлера о тождестве немыслящих кукол и людей, ведомых по жизни некой злой энергией. И тут мы приходим к третьему аспекту понимания кукольного бытия, который заключается в том, что кукла – это еще и актер, то есть нечто, играющее на театре и дающее представление. Куклы и сцена – тема очень старая, восходящая к зарождению театра как такового, к древней отеческой трагедии, где актеры хора и протагонист являются на сцену в масках и катурнах, максимально сковывающих движения и полностью нивелирующих мимику. Кстати, то же самое происходило несколько позже в Японии, где до сих пор существуют традиционные, появившиеся еще в Средневековье, театры но и кабуки. От актеров в масках и униформах лишь одно движение до появления кукол на сцене, и это движение происходит еще в начале европейского Средневековья. Объясняют появление кукол театров замысловато, дескать, лицедейство, как пародия на Творца, преследовалось церковью, поэтому в качестве актеров стали использовать неодушевленные подобия, марионетки, управляемые людьми. Стран-ТВ на сей счет имеет свое мнение, и согласно ему, дело в том, что народный театр в средневековой Европе, вся эта площадная традиция, отчасти сохранившаяся в культуре карнавалов, была и впрямь пародией на творение, и об этом замечательно писал Михаил Бахтин в своей прославленной книге про Франсуа Рабле. Обыгрывание божественного деяния и куклы как сакральные объекты, точнее пародийно-сакральные, абсолютно естественно занимали в этом действии свое законное место. И в этой связи интересно вспомнить про небольшую работу английского актера, режиссера и теоретика театра Гордона Крэга «Актер и сверхмарионетка», вышедшую в 1908 году. Суть работы в том, что автор противопоставляет актерскую работу, полную эмоций, и кукольное представление, в котором зритель указывает те же перипетии и эмоции, из которого получает не меньшее эстетическое удовольствие, но где нет и совершенно нет привычной актерской игры. В итоге постулируется преимущество игры, вы не поверите, кукольной над актерской, ибо куклы, точно так же, как и актеры, есть подобие людей, а актер на сцене не человек, но подобие, ибо он именно что изображает кого-то в предполагаемых обстоятельствах.
И далее Крэг говорит о том, что победить в этой конкуренции актер-человек сможет лишь полностью выведя из себя все случайное, овладев безукоризненной мимикой и пластикой, не говоря уже о голосе, став, по сути, суперкуклой или сверхмарионеткой. И, задумываясь об этом, с неизбежностью приходишь к пониманию того, что кукла в известном смысле гораздо человечнее людей, как это ни парадоксально, ибо, во-первых, архаичность, хтоничность кукол, не поддающаяся никаким лоскам смен эпох, подсвечивающая в любом кукольном образе, это как взгляд или призыв из мира трансцендентного, потустороннего, недоступного прямому человеческому контакту. Во-вторых, кукла, в отличие от породы человеческой, многократно изменившейся и внутренне, и внешне, при всех своих мутациях остается собой, образом и подобием, и этот образ столь же тесно связан с миром потусторонним, сколь и с миром этим, миром наличного бытия. И, разумеется, в эпоху тотального отчуждения, которую обозначил и проанализировал еще Карл Маркс, именно кукла становится самым близким, самым интимным, самым преданным другом, ибо она – это свой, это мой образ и мое подобие, это моя экспликация в пространстве, это то, что не может быть отчуждено от меня ни при каких условиях. Тут, разумеется, речь идет не о конкретной отдельно взятой кукле, но об самой идее куклы, как отражение и спутника человека, его альтер-эго. Таким образом, кукла, неодушевленная изначально субстанция, та самая глина, из которой во многих религиях, и прежде всего, конечно, авраамических, иудаизме, христианстве и исламе, Бог лепит первого человека, самая близкая к человеку сущность, потенциально живая, ибо дети, колдуны и ученики часто, что называется, оживляют куклу, словно бы придавая ей частичку своей души, не говоря уже о вполне устойчивых мифах об оживших по ночам куклах, и при этом кукла причастна к потусторонним тайнам. Она остается нашим верным спутником в горе и радости. И не случайно игры в куклы, включая солдатиков, имеют не только мощный, познавательный и психотерапевтический, но и гуманизирующий эффект. Да, именно кукла порой в том тотальном отчуждении от бытия, в коем пребывает современный человек, возвращает его, человека, домой, к нему самому, учит быть самим собой, раскрывает глаза и на красоту мира, и на скрытые проблемы, порой даже помогая в их решении. А еще совершенно не случайно именно в Петербурге имеется потрясающий музей кукол, откуда мы и ведем свой репортаж. Собственно, идея такого музея не нова. Самыми знаменитыми, пожалуй, являются музеи марионеток в Италии, где они признаны национальным достоянием. Но Петербургский музей пошел гораздо глубже, ибо в нем куклы не просто экспонаты, это еще и актеры, принимающие участие в самых что ни на есть реальных спектаклях. И музей этот таким образом превращается в их кукольный дом, который, в отличие от одноименной пьесы Ибсена, вполне комфортен и уютен. И эти куклы, помимо всего прочего, тесно смикшированы с историей всей России, от Дня имперского величия до наших. И, конечно, особо тесно, прямо-таки интимно, с историей города Святого Петра, города, чей изначальный генеральный план с 3 улицами-перспективами, замыкающимися на Адмиралтействе, в точности копирует символ божественного ока или лучезарной дельты, символ, созданный в Древнем Египте и позже присвоенный масонами-каменщиками и кукольниками эпохи Просвещения, в городе, где даже схема метро, как таинственный руноскрипт, полна магии и силы, хранящей и убаюкивающей вечное детище мира.
Ресторан ТВ – это очень странно.